Привет! В этом видео я покажу, как можно легко, используя достаточно простые инструменты, использовать искусственный интеллект как что-то такое, что может дать нам текстуру, которая будет потом накладываться на 3D-объект, и в конечном итоге мы получим достаточно интересную картинку, которую вы видели вот на превью. Значит, с чего мы начнем? С того, что мы расположим нашего человека в сцене. То есть сначала надо его импортировать, ссылку на самого персонажа, на человечка я оставлю в описании, которое я буду использовать, но вы можете использовать абсолютно любой другой объект. Но мне просто кажется, что с человеческим лицом это выглядит поинтереснее. Так, формат объекта, и сразу же загружаю 3D-модель. 3D-модель вот у нас здесь есть, я сделаю камеру. Так, камеру и немножечко назад вот так вот отдалю. Затем, что надо сделать? Надо сделать remesh. Ну, то есть тут в зависимости от сетки, какая там у вас, но этому персонажу я буду делать remesh, потому что мне нужно будет на него потом применять Subdivision, а он с такой сеткой, ну, полностью, не знаю, все у меня затормозит и будет плохо работать, поэтому я просто использую remesh. И вот здесь вот очень аккуратно буду вводить значения, чтобы получалось хорошо. Так, но в целом, если так присмотреться, этого достаточно мне будет, поэтому я применяю этот модификатор. Смотрю на сетку. Ну, она, конечно же, сама по себе такая себе, но нам главное, что применился remesh. Сразу сделаю 6 move, просто чтобы был. Так, и использую инструменты трансформирования, просто чтобы расположить человечка так, как я хочу. Где-то вот, наверное, вот что-то такое в таком вот ракурсе. Затем, что нам нужно сделать? Нам нужно, конечно же, добыть саму вот эту текстуру, которую нам сгенерирует искусственный интеллект, чтобы потом сделать красивое выдавливание. Для этого мы переходим на сайт midjourney.com, ссылка тоже, собственно, будет в описании, и здесь заходим с помощью Discord. Когда вы зайдете с помощью Discord, вы можете перейти в канал Midjourney, который у вас появится, и Newcomer Rooms. Здесь будут различные комнаты, но вы можете зайти в любую. То есть тут вот, например, Newbies 5. И тут написать, собственно, какой-то свой запрос, что вы хотите, чтобы вам сгенерировало, собственно, сам интеллект. Что мы будем делать? Мы нажимаем слэш, нажимаем Tab, чтобы слово Imagine у нас тут появилось, и сейчас нам надо ввести запрос на английском языке. Тут уже чисто дело фантазии, но я примерно знаю, какие запросы я буду вводить, чтобы получить нужный мне плюс-минус результат. То есть я буду вводить такие ключевые слова, как liquid, например, что-то так, психоделическое, да, что-то такое, чтобы были какие-то волны там, условно. Потом, например, текстура. Ну, можно еще, в принципе, swirl, то есть, может, чтобы какие-то были закручивания. Так, swirl. И давайте посмотрим, что из этого выйдет. Тут осталось только ждать и не терять наше сообщение, потому что потом бывает иногда его трудно найти. Вот, но сейчас я ускорю время, пока это все будет генерироваться. Итак, генерация прошла успешно. Осталось теперь только найти то, что оно у нас появилось. Сейчас это надо где-то ниже вот пролистать. Значит, получился у нас вот такой вот набор из 4 изображений. И из них мы, в принципе, можем что-то выбрать. Мне нравится вот эта первая текстура, поэтому я ее, наверное, и буду использовать. Здесь внизу есть вот такие вот кнопки. U означает Upscale, то есть увеличить разрешение. То есть Upscale 1 это сюда, Upscale 2 это 2 и так далее. Ну и V1, V2, V3, V4 это просто продолжить генерацию с каким-то из этих уже готовых результатов, чтобы его, например, улучшить.
Но меня сейчас все устраивает, и поэтому я буду апскейлить вот этот вот первый вариант. Поэтому нажимаю на U1. Это нам надо сделать, чтобы мы могли использовать текстуру достаточно неплохого качества, чтобы у нас не было каких-то пикселей и прочего. Так, ну я, собственно, это нажал, поэтому где-то оно тут внизу должно, по идее, делать. Вот, собственно, оно начинает его увеличивать. Давайте подождем, пока оно увеличится. В целом запросы у вас могут быть достаточно разные, то есть тут, как вы видите, люди делают абсолютно разные штуки, но в нашем случае нам нужна именно вот такая вот текстурка. Значит, оно увеличилось, нажимаем вот на слово Results, и оно здесь появилось. Что мы делаем далее? Нажимаем на нее, открыть оригинал, и вот у нас открылся вот такой вот оригинал данного изображения, но мне кажется, что оно слишком резкое, я бы хотел его полностью размыть, потому что мне не нужны вот такие вот прям четкие края. Поэтому я беру, сохраняю изображение, закидываю куда-нибудь, не знаю, в папку любую, сохраняю его и уже в фотошопе сейчас это все дело размою. Я открыл это изображение в фотошопе, сделал новый слой, просто по сути выбрав слой, нажал Ctrl-J, вот и создал дубликат. Затем мы переходим в фильтры, Blur, Gaussian Blur, ну и размываем где-то, ну я думаю где-то до такого состояния можно вот подразмыть, где-то до десятки. Окей, и теперь просто куда-то сохраняем этот файл, неважно куда. Главное, чтобы мы его потом нашли. Я сохраняю в формате PSD, чтобы можно было вовремя, если что, там подправить какие-то вещи. Вот, я сохранил это все. Окей. И теперь достаточно интересные вещи у нас начинаются. Что мы делаем? Мы переходим в наш Blender и давайте зайдем в шейдинг. Сразу же Shift-A. Image Texture. Ну и подключаем. Или же можно сделать намного проще. Вот у меня часто, опять же таки, видео спрашивают, хотя я кучу раз это повторяю, но есть замечательный аддон, называется Node Wrangler. Вот. Если мы его включим, мы можем просто выбрать Principled BSDF, Ctrl-T нажать, и у нас появится вот такая вот связка нодов. Это очень удобно. Но перед этим я бы хотел выбрать персонажа нашего, Ctrl-A и All Transforms, чтобы у меня все адекватно отображалось. Затем, что нам надо бы сделать, нам надо бы Open, и вот тут у нас PSD файл, который мы только что размывали. Я его открываю. Так, и смотрю, что у меня сейчас будет. Оно подгружается. Ага, или нет, это наше неправильно, потому что у нас UV там было выбрано, а нам надо на Generated. Смотрим, что у нас есть. Так. Хорошо, но нам бы это все сделать чутка поплотнее, поэтому scale можно поднять так, до 3 ведь, да? Вот. Где-то везде троечку проставить в целом, чтобы оно стало более плотным. И давайте теперь повращаем, чтобы вот этот шов пропал, потому что нам он не нужен. Хотя он будет не сильно заметен, но тем не менее. Я думаю, что... так, где-то. Давайте подыщем какое-то интересное расположение. Ну, пока что... Не-не-не, вот тут я вижу шоу у нас есть уже сразу. Плохо. Так. Вот, может быть, пока что что-то вот такое. Там дальше уже будем, скажем так, по месту смотреть вообще, что из этого будет получаться. Затем, что мы делаем? Вот это мы оттащим в сторону, продублирую, выберу Non-Color и подключу сюда же вектор. Не забываем сохраняться. Displacement. Подключаю его к Displacement. Затем цвет к высоте, к Height. Вот. И давайте смотреть. Так,
Вот такая штука у нас сейчас пока что есть. Что нам надо сделать? Нам надо перейти в раздел с текстурой, в Settings, выставить. Так, сейчас сначала надо выбрать Cycles, GPU. И теперь в режиме, точнее в настройках текстуры, в Settings выставить не Bump Only, а Displacement Only, чтобы делать Displacement. Смотрим, что у нас есть. Тут мы видим, что оно уже что-то выдавливается, но это пока еще все еще не то. Давайте я добавлю какое-то освещение просто чтобы мы лучше видели, что здесь происходит. И давайте пока что поиграемся с этими значениями. Тут поставлю 0. Тут поменьше, меньше. Ну, где-то может быть... Пока что, думаю, вот такого вот достаточно. Теперь нам надо добавить... Давайте перейдем в режим Solid. Subdivision Surface. Ждем, потому что у меня там сетка получилась такая себе, и в целом надо подождать, пока оно все вот обдумает. Simple сразу же ставлю. Тут ставлю вместо Supported Experimental в этой вкладке Experimental. Поставлю сразу High Contrast. Вот. Так, и Adaptive Subdivision здесь я включу в модификаторах Subdivision. Так. Ждем, пока оно подгрузится. Вот, оно у нас загрузилось. Вот такое вот выдавливание у нас пока что на данный момент есть. Но нас это не устраивает. Давайте, чтобы еще лучше оценивать ситуацию, мы выставим какое-то базовое освещение с помощью Area Light'ов. Один Area Light сверху. Поставлю, ну, наверное, на 15. Продублирую. Поверну, поставлю здесь. Ну, наверное, куда-то чуть-чуть вот сюда назад уведу. Просто чтобы сделать такой вот контур. Ну, тут можно даже 20 сделать. Так. И вот здесь вот такое вот освещение сделаем. И вот теперь ситуация даже немножко по-другому вся ощущается. Я перешел в режим Render Properties, и там, где кривые, включил их, чтобы немножечко подергать. Мне кажется, так будет получше. Вот как-то так. И тут мне не хватает немного света, если честно. Вот так, наверное, достаточно неплохо будет. Так, давайте, может, чуть-чуть еще тут вперед. Примерно плюс-минус, я думаю, что вот такой свет сейчас был бы хорош. Затем, что нам нужно теперь делать далее? Давайте как-то подбирать, что ли, паттерн поинтереснее, может, как-то получше. Давайте тут поставим единичку. Что мы получим в итоге? Так, не забываем сохраняться, потому что в таких вещах это все дело может в какой-то момент вылететь. Так, ну, что-то не сильно классное получилось. Давайте дальше играться с этим всем. Может, я пока что выключу отображение Subdivision, просто чтобы оно быстрее у меня все работало. Так, вот что-то интересное, но все еще не оно. Как насчет вот таких вот волн и, может быть, вот так вот. Теперь, может, мы повернем как-то. Пока что нет. Оп. Интересненько получается. Достаточно. Давайте смотреть. Тут, собственно, тоже процесс достаточно творческий, поэтому я думаю, что вы сами прекрасно справитесь с какими-то такими штуками. Так. Что-то интересное достаточно получается. 2, 3, 4. Пока что просто балуюсь со скейлом. Пытаюсь найти именно тот
угол поворота, который мне понравится больше всего. С скейлом, ну да, собственно, скейл, угол поворота. Поэтому, наверное, я эту часть просто сейчас ускорю. Итак, достаточно долго я возился с тем, чтобы подобрать нужный мне в целом поворот, чтобы это выглядело как-то поинтереснее, вот. Но, тем не менее, пока что я вот плюс-минус выбрал то, что я хочу, вот. Хотя в целом далеко не уходил от того, что я изначально показывал, но тем не менее. Значит, что у нас теперь есть? У нас есть вот такой вот персонажик, такой объект. Не знаю, что у вас там, может это будет просто какой-то кружочек или еще что-то типа этого. Но я решил с персонажами на это все делать. Затем, что мы делаем далее? Далее мы работаем именно с самим материалом. Я ему беру и чуть-чуть добавляю Subsurface. Это буквально немножечко. Ну, то есть вы видите, что уже что-то такое интересное получается. Какое-то изображение такое из NFT. Вот. Могу, в принципе, еще подобрать ему какой-то другой цвет. Не знаю, вот, например, вот такой, более синеватый. Затем roughness я ему понижу в целом до 0,1 или 0,2. До 0,2 где-то, да. Можно ему transmission включить. И теперь давайте добавим модификатор Solidify. И буквально немножечко подкрутим. Теперь я хочу добавить источник света еще один. Вот. И вот так вот его увеличу, назад куда-то уведу. Да, давайте, пусть он посильнее так светит. Тут еще можно, в принципе, рафнеса чуть-чуть добавить. Буквально капельку. И в целом надо бы... Можно еще, если нам не особо нравится, как выглядит, например, цвета, то есть мы можем просто добавить color рампу между этими нодами и тоже поработать именно над самими, ну, как сказать, над самими цветами. Но пока я хочу еще подобавлять, наверное, света, чтобы получше было видно в целом то, что у меня тут находится. Давайте пусть оно вот так вот будет. Что насчет окружения? Пусть оно будет полностью черным. Затем тут мы просто там, не знаю, подобавляем себе несколько пинов вот этих вот. И давайте поработаем именно над самим цветом. Что бы мы хотели сделать тут? Вот так вот простенько себе что-то подбираем. Вот так. Тут, например, вместо синего чуть-чуть другой. Что-то вот такое. Оно использует абсолютно тот же самый паттерн, но мы просто его, по сути, перекрашиваем. Так. Вот, уже что-то такое прям интересное вырисовывается из этого. Сюда я, например, добавлю черный. Что нам скажет черный? А ну-ка. В целом достаточно интересно. Тут можно, в принципе, желтенький какой-то добавить. Давайте тоже посмотрим, что из этого выходит у нас, куда он добавляется. Тут, в принципе, видно, где это все применяется, поэтому, я думаю, вам не составит труда разобраться в этом инструменте. Вот. Так, что-то такое вот у нас есть. Мне на самом деле очень нравится. Давайте еще тут как-то посмотрим. Ну и, как по мне, получилось достаточно супер. Тут, конечно же, мы можем сейчас увеличить контраст, например, Very High контраст поставить. Еще поиграться с кривыми. Ну, я где-то вот так вот оставлю. Тут чуть-чуть пониже. Тут можно чуть-чуть выше. И еще в целом было бы неплохо
поработать именно с самим светом. Так. Хорошо, тут мы оставляем такое, в принципе. Ну-ка, если убрать. В принципе, наверное, нужно его чуть-чуть послабее сделать. Давайте его уведем вот примерно сюда. Ну и да, тут пошла вот такая вот игра именно со светом. В целом вы можете себе также что-то на фон добавить, как-то поменять его. То есть... Ну, я бы, наверное, так не добавлял, но в целом этот фон дает интересный такой отблеск, по сути. Но можно еще попробовать HDRI карту сюда закинуть. Давайте Environment Texture, Open, HDRI, так, ну и какой-то... Ну, не то чтобы оно сильно как-то на что-то влияло, но вроде бы что-то додает. Но мне больше нравилось, когда был просто красный цвет. Вот, и что оно давало именно какие-то такие интересные отражения. Давайте уберу фон, фильм, transparent. Вот, что-то интересное, там оно просвечивается сзади. В целом вам не обязательно делать это, например, стеклянным. Вы можете transmission там выкрутить назад, subsurface выкрутить. Ну, конечно, оно сейчас, фон очень сильно на него влияет, поэтому фон надо будет изменить. Да, но я хочу вернуть именно стеклянный первозданный его вот такой вот вид. И в настройках рендера поставить тут пусть 400 сэмплов. И давайте отрендерим, посмотрим вообще, что из этого в целом вышло. Так, и вот такой вот человечек у нас, собственно, и вышел. Мне он нравится. Мне только, наверное, не нравится то, что вот тут есть такие вот штуки, которые я бы хотел сейчас быстренько, ровно тем же методом убрать. Сейчас я буду следить, где она там вращается. Чтобы поменьше вот таких вот вещей было. Ну, по сути, это пошла та же самая игра с вот этим вот трансформированием, которую мы уже делали до этого. Тут можно поперемещать, посмотреть, как оно будет влиять именно на разных местах. Можно даже вот так вот увеличить. 2, 2, 2 везде проставить. Чтобы было меньше мест, где вот эти швы бы появлялись. Чуть-чуть подкрутить. Так, вот что-то интересное. Тут я вижу, конечно, шов. От него я хочу избавиться. Так, ну еще маленькая ремарочка, вот такая вот, то, что, например, вы у себя вот рендерите, смотрите во вьюпорте, у вас все тут, например, гладенькое, да, а вы потом это все рендерите, и у вас получается сейчас, и у вас получается вот какие-то вот такие вот артефакты, да, вот какие-то темные пятна. Это все лечится тем, что вы вот ставите на рендере тоже одну итерацию с Subdivision, вот. И в целом у вас потом все получается супер, без таких штук. Так, ну в целом вот что-то такое. Вот дальше, я думаю, в целом вы поняли, как это все можно докрутить, как с этим можно работать. Текстура у вас может быть абсолютно разная, не обязательно должно быть что-то такое плавное. Вот это может быть что-то технологичное, не знаю, какие-то такие полосочки интересные всякие,
как на каком-то микрочипе. А пока на этом у меня все. Я еще буду дальше для себя эту тему открывать и делиться с вами теми вещами, которые у меня получаются, и по возможности вас чему-то учить. Если у вас будут какие-то комментарии, то, конечно же, можете их писать. Отзывы, пожелания и прочие вещи в комментарии. На этом у меня все. Спасибо большое. Пока.